Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Вы знаете, сегодня прекрасный, великолепный, чудесный и божественный день. Поэтому именно сегодня проведите одну очень важную практику, а также на протяжении дня говорите одни волшебные слова, которые вам помогут открыться следующей неделю возможностям и всему тому, что вам действительно, возможно, не хватает в жизни. Далее более подробно. Друзья, сегодня очень важный день, когда вы можете заложить фундамент для следующей недели. Главное, чтобы вы провели этот день спокойно и приятно. Постарайтесь в этот день неспешно завершить те дела, которые вы начали раньше. Уделите внимание и наведите во всем порядок. Обдумайте события недавнего прошлого, и важно, чтобы вы сделали выводы и провели работу над ошибками. Сам день, возможно, не будет вас радовать какими-то выдающимися успехами или, например, значительным прогрессом в делах. Но в целом вы будете довольны всем тем, как развиваются события в вашей жизни. Начало дня, возможно, довольно для вас будет сложным, потому что, возможно, будут проходить какие-то звонки, переговоры, сообщения. Сегодня также в первой половине дня не исключены разногласия с теми людьми, с кем вы обычно ладили и понимали друг друга с полуслова. Также обращаем ваше внимание, что очень важно, чтобы вы в это время уделили внимание себе. Именно, знаете, как-никак, когда вы не уделяете себе внимания, вы тратите энергию зря, она не восстанавливается, соответственно, многие моменты вы перестаете замечать в своей жизни. Кроме того, когда вы наполняетесь энергией радости, энергией достатка, вам проще решать то, что, возможно, еще неделю назад вас будоражило и вам было дискомфортно. Также сейчас у вас появится шанс получить какие-то полезные советы и даже найти новых союзников, тех людей, которые вас поддержат, дадут какое-то доброе слово. В общем, дадут вам крылья, которые помогут вам двигаться дальше. Ну а преодолевать трудности в одиночку, конечно, можно, но помните, что сил, энергии, да и времени это отнимает гораздо больше. Также сегодняшний день отлично подходит для того, чтобы взяться за какое-то важное и ответственное дело. Постарайтесь этому делу своему уделить внимание уже во второй половине дня, потому что шансы добиться успеха будут очень высоки. Возможно, сейчас удачные какие-то совпадения, неожиданные события, которые помогут вам определиться с планами на будущее и принять для себя какие-то решения. Также обращаем ваше внимание, что вторая половина этого дня будет достаточно плодотворной, благоприятной и в то же время интересной. Конечно же, возможно, во второй половине дня будут какие-то неожиданные предложения, приглашения, от которых вам не захочется отказываться. Соглашайтесь, потому что вторая половина дня хорошо подходит для очень важных и ответственных дел. Также за несколько часов вам даже удастся сделать очень многое. Даже люди, которые обычно склонны к легкомыслию, удается настроиться на серьезный лад. Также в этот день появится возможность воплотить в жизнь какой-то старый план и реализовать смелые идеи. Потому что часто благодаря везению вы сможете добиться успеха там, где другие бы не справились или потерпели бы поражение. Также во второй половине дня у вас могут появиться какие-то идеи или, например, оригинальные какие-то замыслы. Попытайтесь развить мысль, понять, какие вам подсказки дает подсознание, потому что это в ближайшем будущем может принести вам достаток и деньги. Едва ли, конечно, вам это получится осуществить сразу, но чуть позже, когда обстоятельства немножечко изменятся, вы вспомните о тех задумках, о тех планах, которые действительно вам могут помочь в жизни. Также сегодняшний день будет щедрым на неожиданные события и приятные сюрпризы. Благоприятное время и для делового общения. Особенно хорошо проходят встречи в неформальной обстановке. Легко оказывается договориться с собеседниками, понять, чего они ждут от вас.
Также в этот день могут быть предложены и подписаны какие-то важные документы, заключены сделки, которые помогут вам принести серьезную прибыль. Сегодня очень важно, чтобы вы проявляли инициативу, а близкие коллеги вас обязательно поддержат. Также обращаем ваше внимание, что проявление инициативы поспособствует каким-то встречным предложениям. Но будьте все-таки осторожны, потому что вы, возможно, можете получить моральную поддержку, а в некоторых случаях и помощь, которая окажется очень кстати. Также у вас сейчас появляется шанс получить какую-то полезную информацию или, как вариант, познакомиться с людьми, у которых можно многому научиться. Не всегда, конечно, стоит идти на поводу своих порывов и мимолетных желаний, даже если и очень хочется. Этот день совершенно не подходит для рискованных начинаний или участия в сомнительных мероприятиях. Осторожность вам будет нужна абсолютно во всем. Также в этот день нежелательно давать обещания выполнить, потому что их, возможно, будет очень тяжело. Сегодня особенно следите за состоянием своих финансовых дел. Возможны некоторые моменты, но они будут, знаете, носить такой вот временный характер, но в какой-то степени могут огорчить вас. Также в этот день не берите деньги в долг и не связывайте себя никакими обязательствами. С покупками тоже не торопитесь, особенно если они у вас не были запланированы заранее. Также сегодняшний день будет хорошая у вас возможность пообщаться с людьми, которые вам симпатичны, а также провести весело время с новыми знакомыми. Если у вас что-то идет не по плану, вы не расстраивайтесь, а проявляйте гибкость. И очень важно, чтобы вы приспосабливались к тем обстоятельствам, которые могут возникать, потому что это многое упрощает в вашей жизни. Конечно же, в какой-то степени сохранять спокойствие вам будет нелегко, но здесь это необходимо и важно, потому что только так вы сможете избежать каких-то неприятностей, которые сегодня могут возникнуть в самый, возможно, неподходящий момент. А вот волнение, беспричинная тревога, беспокойство из-за пустяков отнимет у вас много сил. Поэтому старайтесь находить время для отдыха, потому что работа на износ может привести к какому-то легкому недомоганию и ослабить вашу стрессоустойчивость. Надо ли вам такое сейчас? Скорее всего, нет. Также берегите свои ресурсы, расходуйте энергию, пожалуйста, экономно, и вы многое сможете сделать в течение дня. Сегодняшний вечер лучше подход для отдыха, чем для какой-то полезной деятельности. Также постарайтесь и ограничить круг общения, потому что поладить с людьми сейчас вам будет труднее, чем обычно. И порой невинные и, возможно, доброжелательные замечания выводят вас из равновесия. Постарайтесь быть и помягче с близкими людьми. Им хочется видеть рядом заботливого и любящего человека. В семейной жизни, в отношениях с детьми и родителями после периода сложностей наступит время гармонии. Также обращаем ваше внимание, у некоторых начнется счастливый период для личных взаимоотношений, семейной жизни. Также достигнут будет компромисс по всем спорным вопросам, потому что пришла пора решительных действий. А вот откладывать принятое решение дальше не стоит. Сегодня вы должны будете решить все мелкие и крупные вопросы, которые у вас накопились. Главное, действуйте тактично и деликатно, а при помощи намеков, каких-то доверительных разговоров вы сможете направить мысли любимых людей в нужную сторону. Также сегодня стоит на время забыть и о проблемах. Сходите сегодня на вечеринку вечером, на танцы и не отказывайтесь от знаков внимания, потому что легкий флирт или кардинальные перемены в личной жизни решать только вам. Главное, не стойте на месте, а противоположный пол все-таки любит энергичных. Вы будете удивлены, с каким энтузиазмом ваш любимый человек может откликнуться на ваши знаки внимания. По лунному календарю сегодня у нас с вами 26 и 27 лунные сутки, друзья, убывающая луна в знаке зодиака Близнецы. Сегодня очень такой вот день силы,
Это, знаете, сегодня достаточно великий праздник всех святых, когда у людей просыпаются скрытые таланты, а ваш ангел-хранитель обязательно укажет путь к счастливой судьбе. И Вселенная посылает в этот день знаки, которые помогут обойти вам все преграды на пути к цели. Ну и, конечно же, чтобы деньги из дома не утекали, обязательно в этот день посыпьте буквально щепоточку корицы на пороге, но с внешней стороны скажите такие слова: «Деньги, удача всегда со мной. Из моего дома, из моего кармана, из моего кошелька, с моего счета никуда не уйдут, да будет так». А также сегодня на протяжении всего дня говорите следующие слова. Желательно сначала умываться, даже если это после обеда, даже если это ближе к вечеру, но старайтесь как можно чаще, соприкасаясь с водой, произносить следующую фразу: «Мои денежные потоки чисты и открыты для финансовых поступлений». Также эти слова вы можете прямо сейчас написать в комментариях под этим видео, тем самым активировать именно эти важные слова. Друзья, мы всем желаем прекрасного дня. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии.